Для жителей аргентинского города Росарио праздничная лихорадка на новый 2014 год наверняка запомнится очень хорошо. Лучшее место для празднования Нового года – это Рамбла, Каталония. Именно здесь находится песчаный пляж длиной в милю, на второй по величине реки Южной Америки. С барами, ресторанами и забавными ярмарками пляж стал главной достопримечательностью предстоящего праздника. Чтобы насладиться праздником на пляже, собрались десятки тысяч празднующих. Многие воспользовались возможностью, чтобы поплавать или покататься на лодке. В тот же день маленькая девочка плескалась в воде по талию. Все казалось вполне нормальным. Как вдруг она почувствовала, что кто-то тащит ее за мизинец левой руки. Инстинктивно она отдернула, но этот кто-то ее держал был намного сильнее. А потом пришла жгучая боль, из-за которой она закричала. Она посмотрела на свой палец, но все, что она могла увидеть, так это струю крови, льющуюся в темную воду. Она побежала к берегу, и ее крики услышали загорающие. Верхняя часть пальца девочки была полностью оторвана. Не было никаких сомнений в том, что случилось. Девочка подверглась нападению со стороны одного из самых страшных существ для человека – смертоносной рыбы-пираньи. Слух о произошедшем быстро распространился вверх и вниз по реке. Спасатели настаивали, чтобы люди держались подальше от воды. Но, к сожалению, жара была настолько невыносимой, а воздух так сильно нагрелся, что люди продолжали плавать. Что произошло дальше, было похоже на сцену из фильмов ужасов. В тот же день около 70 человек, из них около 20 были дети, подверглись нападению косяка рыбы с зубами острыми как бритва. У тех, кого атаковали рыбы, виднелись куски разорванной плоти с глубокими порезами. Они выбегали из воды с мучительными ранами, и кровь капала на белый песок. По оценкам были зарегистрированы глубокие порезы на пальцах рук, лодыжках и ногах. Одна травма привела к ампутации конечностей. Это нападение в городе стало самым серьезным с 2009 года, когда 40 плавающих ощутили боль. Но тогда все обошлось, и никто не умер. По всему миру пошли сообщения об этом нападении. Существует много зловещих историй об этой рыбе, но большая часть из них написана с большой фантазией. Наряду с большими акулами, волками, питонами и крокодилами, пираньи являются маленьким кошмаром. Тем не менее, несмотря на их удивительную прожорливость, ученые настаивают на том, что пираньи не являются опасными хищниками, как считают люди, и как их показывают во всевозможных фильмах. Они, как правило, нападают на людей только когда попали в ловушку или голодны. Слухи о смертоносной южноамериканской рыбе были известны еще со времен испанских конкистадоров, что нечасто подвергались нападениям, когда они переходили реки вброд. В XIX веке натуралист и исследователь Александр фон Гумвальд настаивал, что пираньи являются одной из величайших опасностей континента. Что отличает их от других рыб? Это их страшные острые зубы, плотно упакованные в очень сильные мускульные челюсти. Что касается их размера, они вырастают до 10-15 см в длину. Пиранья на квадратный сантиметр обладает более сильным укусом, чем тираннозавр Рекс. Недавно ученые измерили силу укуса черной пираньи – 320 ньютонов, что почти в 3 раза больше, чем у американского аллигатора. Это более чем достаточно, чтобы оторвать палец. Что вызывает тревогу, так это то, что эти атаки становятся все более частыми. В ноябре 2011 года на реке Парагвай в Западной Бразилии пираньями были укушены 15 пловцов. Один из них, 22-летний Элсон, вспоминал, как он вдруг почувствовал мучительную боль в ноге. «Я увидел, что я потерял кончик моего пальца», – рассказывал он. «Я выбежал из реки, боясь, что меня будут дальше атаковать из-за крови, и я не возвращался к реке достаточно длительное время». Один местный рыбак рассказывал, как он вылавливал своей сетью остатки рыбы и часто видел кровь на берегу. В 2012 году 5-летняя бразильская девочка, как говорят, была атакована и убита рыбами на мелководье. После нападения в Аргентине Карлос Вакареццо, местный эксперт, сказал, что нападение перед Рождеством было исключительным и вряд ли повторится. То, что произошло, не имеет логического объяснения, рассказал он местной радиостанции. В этой области вода течет слишком быстро, чтобы создать теплые и стоячие условия, что обычно нравится рыбе. В то время как некоторые наблюдатели утверждали, что пираньи привлек мусор, оставленный рыбаками, единственное объяснение, которое мог предложить Вакареццо, так это то, что, возможно, одна из проплывающих рыб была ранена и поплыла на мелководье, чтобы скрыться. Какой же вывод напрашивается?
Да, пираньи хорошо вооружены и способны нанести серьезные раны человеку, но это происходит крайне редко, и для этого есть причины. В истории не было зафиксировано ни одного достоверного случая нападения пираньи на человека со смертельным исходом. Но это вовсе не означает, что эти рыбы никогда не кусают человека или зашедшее в воду животное. И такое поведение практически всегда обусловлено не агрессивным поведением рыбы, а самообороной или аномальными погодными условиями, из-за чего поведение пираньи резко меняется. На этом все. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.